На ютубе все пересматриваю по несколько раз, слушаю шумы, вот клиент созревает, в ответственный момент начинаю назад идти, что я делаю не так. Вам не хватает психической энергии, она возникает, если человек радуется, наслаждается жизнью и если его кто-то любит. Скажите, кто вас любит? А как, почему и за что они любят? Можете ли вы усилить это? Вообще хотите денег, делайте, чтобы вас любило много людей. Почему я тот человек, которому текут деньги? Потому что я много делаю для людей. Я вот выступаю сегодня для людей, я даю свои семинары, я раздаю свои технологии, я постоянно рекомендации даю людям, я отвечаю каждому человеку и стараюсь это делать безвозмездно. Почему? Потому что таким образом человек благодарен, он начинает понимать, что он хорошо ко мне относится, и в мою сторону начинает течь любовь. Куда течет любовь многих, туда текут и деньги. Конец. Также глажу свою жену, своих детей, люблю их, дарю подарки, маму свою обожаю, делаю для них что-то, разговариваю с ними, обнимаю. Когда я обнимаю, то в мою сторону течет любовь. Люди, которые приходят ко мне на мой канал YouTube, они пользуются в большом количестве вебинарами, семинарами и так далее. И тут такой вопрос обычно создается. Люди, которые получают от меня большое количество информации, а ее я даю, в общем-то, не стесняясь и в большом количестве, как вы видите, очень часто могут становиться моими энергетическими должниками. Именно поэтому я призываю вас, уважаемые друзья, обязательно мне оплачивайте. Чем? Смотрите рекламу в моих видео. Именно поэтому я не отключил монетизацию. Именно поэтому я ее оставил. Для чего? Чтобы люди, которые смотрят данные рекламные посты в видео, чтобы эти люди не становились моими должниками. Поэтому не обвиняйте меня в том, что я все монетизирую. Я не только монетизирую, я хочу, чтобы никто не был передо мной моим должником. Я же ничего не прошу, не требую, не говорю купите и так далее. Просто занимаюсь своим делом, проповедую, моралю и внедряю, стараюсь быть полезным. Ну и соблюдаю культуру эзотерики. Константин Ильин, подскажите, пожалуйста, почему жизнь как будто перевернулась с ног на голову? Сначала я лишился работы, затем умирает родственница. Совершенно неожиданно мы переехали с места своего жительства, даже здоровье начало шалить. На работу не могу устроиться, вы бы не могли посмотреть, это чей-то насыл или может такой переход в другую жизнь. Еще дописать до вас не могу, а в прошлый раз я задал вам вопрос, вы уже озвучили мое имя. Это спрашивает Константин. Всегда помните, наша жизнь, она связана с тем, что мы эмоционируем. Если у вас эмоции в основном плохие, то есть вас все раздражает, вы беспокоитесь, вы ищете информацию, как вот информация появляется в нашей жизни. Мы смотрим ТикТок. У нас большое количество информации, там эти разрушили, эти маньяки, этих покрошили. Здесь кино решили посмотреть, там ковиды, там еще что-то, эти друг друга кусают, эти друг друга съедают. После этого посмотрю новости, эти ругаются, эти ненавидят, эти злятся. После чего человек, в общем-то, и не разделяет позицию этих людей, но эмоции у него из этого всего складируются. Он как пылесос собирает эту информацию, сам не подозревая в том, что эта информация невербально воздействует на его мировосприятие. И человек просыпается с плохим настроением. И у него это плохое настроение, оно необъяснимо.
И вот такое плохое настроение. Это не нравится, да это не нравится, да все плохо, да и это не нравится. И плохие чувства, это надоело, это не нравится. Приводит к тому, что не работы и так далее. Поэтому я бы хотел вам дать такой совет. Ни в коем случае плохо не эмоционируйте. Начните произносить себе слова. Мне это нравится, мне это нравится, мне это. Каждый день делайте это как медитацию. 3 раза по 108 раз. Уже через 1,5 недели и работу найдете, и жизнь. Если у человека нет денег, то очень важно обратить внимание на то, насколько радостно вы их тратите. Тратьте деньги радостно, деньги будут всегда. Кстати, это очень важный элемент нашей жизни. Тот момент, когда человек тратит деньги и после этого горюет и переживает, должен знать, таким образом закрывается или блокируется денежная энергия. Это очень плохо. Когда вы тратите или расходуете деньги или свой ресурс, делайте это очень радостно. Делайте это с легкостью, бездумно, делайте это в одну сторону и после этого ничего не ожидайте взамен. В случае, если вы сделаете все правильно, это будет тем элементом, который откроет в вашу жизнь материальное благополучие. В случае, если человек страдает после того, когда рассчитывается, страдает, считает, не может выключить калькулятор, таким образом он страдает и становится человеком бедным. Напишите книгу «Магия денег», напишите книгу «Деньги», напишите или поделитесь, как деньги зарабатывать, после этого сможете их зарабатывать. Таким образом, если миру будете дарить свои стихи, песни, поделки, связанные с деньгами, то мир захочет вам давать настоящие деньги. Это и есть эзотерика. Особенно, если это поддержит большое количество людей. Не напрасно все знаменитые группы, исполнители песен стали очень богатыми и известными только тогда, когда спели песни про деньги. Это Синатра, Бонни Эм и так далее. Как выглядит ваза Бумпа? Таня, принесите вазочку, я покажу. Такая есть у нас, чтобы с крышечкой была. Работаю удаленным логистом. Подскажите, какую мантру нужно читать перед работой, чтобы смена проходила спокойно, чтобы старший смены не искал, за что наказать. Мантру нужно читать такую: на вдохе Ю-Я-И, на выдохе Фи. Ю-Я-И, на выдохе Фи. Тогда работа будет ладиться, никто не будет вас обижать. Можно ли фото ставить на камин? Считаю, что нет. Можно картину написать, связанную с деньгами? Конечно. Как привлечь деньги? Спасибо. Ну вот вам об этом и говорю. Когда болеешь и упадок сил, делать практики через силу или сначала выздороветь? Сначала выздороветь. Если магическое действие у перекрестка, можно ли загадывать желание, проходя через перекресток? Если загадать желание, проходя через перекресток, никогда не исполнится. Также, если загадать желание подуть в бутылку из-под вина и закрыть бутылку, то никогда не используется, никогда не исполнится. Что делать, если мозг отказывается верить? Или это все-таки вибрации, которые давно сидят в человеке? Это правильно, если мозг отказывается верить. Правильно. Я человек, который занимается медициной, начал заниматься эзотерикой. Представляете, что было с моим мозгом? Я правильно поступил в своей жизни. Что делать, если не получается читать ритуальную защиту, темнеет в глазах, не имеют ноги, все внутри трясется? Ответьте себе сами, что нужно делать, не делать. Как? Спасибо вам большое за вашу философию. Изучала несколько ступеней, решила, что надо вернуться к первой, более детально ее пройти. Правильно я сделала, совершенно верно. Используйте. Вот такая. Вот такая вазочка. Это вазочка с крышечкой, видите? Вот такая вазочка с крышечкой. То есть сюда складывается все, что я рассказываю о вазе Бумпе, или перекладывается мелочь, которую накапливает человек. Допустим, вы собрали мелочь, она у вас в ящике, эта мелочь магнит для того, чтобы вы купили квартиру. После этого квартиру вы не купили, перекладываете вот в такую вазу эту мелочь, закрывайте ее крышечкой, обвязывайте лентами и ставьте себе в спальню. И после этого возле этой вазы ставьте ароматическую палочку, чтобы она горела. Таким образом, ваза Бумпа будет вас охранять, она будет помогать вам как можно быстрее приобрести свое имущество и свою недвижимость. И можно купить такую волшебную вазочку. Можете купить любую вазу с крышкой, после этого сложить туда все и поставить, если вы хотите именно такую, в нашем эзотерическом магазине kailas.market. Энергия денег – это как женщина. Если вы деньги будете каждый день произносить комплименты, то вы 100% очень быстро станете богатым человеком. Как это сделать? Поставьте большую купюру и начните ей восхищаться. Так как будет это очень красивая женщина, которая вам понравится. Если вас влюбится такая женщина, то вы очень быстро станете богатым человеком. Я утверждаю, как эзотерик, что если человек до 30 лет
прочитает 2000 книг, то этот человек обязательно после 30, особенно если он мужчина, будет чрезвычайно богат. Доказательства. У иудеев есть такая особенность. Все дети иудеев, их родители обучают читать, и это является основным условием их жизни. Могу сказать, что были в свое время проведены Гарвардским университетом исследования, а также Оксфорд подтвердил эти исследования. Дети, которые на протяжении 1 минуты читали достаточно большое количество слов, это дети, которые в дальнейшем обязательно становились богатыми людьми. Именно поэтому я за то, чтобы обучать ребенка читать вслух и заставлять его делать это постоянно. Не забывайте, что очень большое количество людей, которые прошли первую ступень школы Кайлас, на сегодняшний день благодарят меня за то, что их жизнь изменилась. Скажите, это добро? Скорее всего, добро. Вы хотите быть причастным к этому добру? Могу вам сказать, что наша жизнь – это весы. Чем больше человек делает добра для других людей, тем больше людей, которые начинают его любить. Именно поэтому я хочу вам сказать, в случае, если вы будете распространять первую ступень школы Кайлас, бесплатную версию в большом количестве своим знакомым и так далее, тем самым вы выровняете свою судьбу и сделаете мир немножечко ярче, добрее, желание, получите Божью милость, а также сделайте большое количество людей абсолютно в дальнейшем измененными и счастливыми людьми. Кольцо с гранатом можно носить на пальце? Можно носить. Что очищает кровь. Я желаю вам счастья. До свидания. Можете подсказать, что делать? Темный маг сломал мне уже 3 защиты, оберега. Делает всякие гадости. Я делаю тренажер от зла. Приобретать курс от проклятий и порчи. И я мотоциклист. Может, есть какой-то обряд? Не то, чтобы была заметнее на дороге. Что-то можете еще порекомендовать? Убрать любые порчи с глаза и все остальное поможет просто выполнение ритуальной защиты. Делайте ритуальную защиту ежедневно, 2 или даже 3 раза в день. Помните, я даю это. Если человек выполняет ритуальную защиту, повлиять на него с помощью магии никто не сможет. Какую бы магию ни использовали. Даже вуду не проникает. Почему? Дело в том, что там используются определенные тайные слога и замыкания, которые являются защитой. Сломать такую защиту может только тот человек, который знает, что вы ее ставите. Именно таким образом. Таких магов не бывает. Ольга Печникова. Можно использовать по очистке помещения перед практикой цифровой код 4 ступени? Да. Можно ламинировать нарисованный талисман? Да. Выполнил практику по продаже дома ракушками. Будет ли в этом году сделка? В этом нет, в следующем да. Посмотрите меня, пожалуйста, получится у меня пройти платное обучение Кайлас? Да. Татьяна Алимова. Пожалуйста, покупать квартиру в декабре или в январе? В декабре лучше. В январе будет дороже. Подскажите, как эзотерически набрать массу тела? Пейте напиток, который называется Generic в спортивном питании. Также много ешьте кукурузного крахмала. Делайте кисель, наберете 100%. Светлана Филимонова спрашивает: Андрей Андреевич, я всю жизнь старалась хвалить сына, но, видать, делала что-то не так, потому что обратный эффект наступил, он стал себе слишком много позволять. Вот и сейчас и ругать не хочется, но и терпеть то, что он делает, никаких сил, может, уже и не в воспитании дело. Может, это сущность ими управляет, иногда такое ощущение, что это не он, а кто-то другой со мной разговаривает. Я же вижу, он светлый человек, но иногда просто руки опускаются от его выходок. Очень часто я говорю во время проведения вебинаров о том, что необходимо хвалить мужчин, необходимо хвалить детей. И очень многие люди это воспринимают тотально. Я хочу немножечко оговориться перед тем, как сказать, что я не ошибаюсь. Дело в том, что когда я говорю хвалить, это не обозначает, что поклоняться. Дело в том, что многие люди ошибаются и думая, что когда я говорю хвалить, они воспринимают это как поклонение тому человеку, который рядом с ними находится. Так вот, когда я говорю, человека необходимо хвалить, я не имею в виду, что человеку нужно поклоняться как Богу. Чем это отличается? Чем отличается хвала от поклонения? Когда человек поклоняется другому человеку, в этот момент этот человек ему лжет. Потому что хвала это заслуженная, похвала это заслуженное, заработанное человеком преимущество, которое он достиг в ходе выполнения какой-то задачи или работы. А поклонение это
восхищение этим человеком очень часто незаслуженно. Я, допустим, против того, чтобы детям говорили: ты самая лучшая девушка, или ты самая красивая женщина на земле. Я считаю, это неправда, так как для того, чтобы провести такие исследования, необходимы деньги. И кто это сказал? Человек может в какой-то момент поверить. В случае, если он поверит, у него возникает нарциссизм, появляются психические отклонения. В дальнейшем это может привести к... Именно поэтому я очень часто говорю эти слова. Да, хвалить необходимо мужчину, восхищаться необходимо мужчиной, но точно не поклоняться. Хвалить необходимо женщину, восхищаться необходимо женщиной, но делать из этого культ я 100% не советую. Видите, в чем разница? Очень часто я говорю в своих семинарах какие-то такие концептуальные слова. Допустим, на одном из семинаров я как-то сказал: женщине не стоит смотреть в зеркало, так как в случае, если она часто смотрит в зеркало, у нее исчезают поклонники. И после этого большое количество женщин написало мне: Андрей Андреевич, это неправда, я всю жизнь смотрела в зеркало, у меня было всегда много поклонников и так далее. Я немножечко оговорился тогда и сказал саму концепцию неправильно. Дело в том, что когда я говорил смотреть в зеркало, я имел в виду любоваться собой. В случае, если человек любуется собой в зеркале, это отвлечет от него поклонников, и в дальнейшем у этого человека поклонников не будет. Так как самолюбование является фактическим сглазом. Поэтому в случае, если вы самолюбованием занимаетесь, знайте, это от вас уберет любование вами других людей. Зачем вам давать любование других людей, чтобы в вас видели красоту, если вы и так уже налюбовались сами собой? Именно поэтому я и говорил в этом семинаре не о том, что нет необходимости смотреть в зеркало, я говорил о том, что не стоит заниматься самолюбованием в зеркале. В случае, если женщина привыкла заниматься самолюбованием, и так красиво, и вот так еще красиво, и так красиво, то это приведет ее в дальнейшем к тому, что у нее исчезнут поклонники, несмотря на то, что она очень красивая. Очень часто женщины ко мне обращаются с вопросами: я красивая, умная, я хорошая, почему у меня нет мужчины, почему у меня нет поклонников, как с этим справиться? Давайте рассмотрим этот вопрос немножечко с такой нелогичной стороны. Скажите, когда сильнее болит зуб, утром или вечером? Давайте я вам отвечу. Он следует только тех, кто теряет смысл своей жизни. И тут сразу же такой вопрос появляется: а в чем же смысл жизни человека? Нужно задать этот вопрос ребенку, который только родился. Но обычно ребенок, который только родился, он 100% не знает смысла своей жизни. Скажите, если он не знает смысла своей жизни, значит ли это, что смысла его жизни нет? Нет, ну конечно же смысл жизни есть, и он заключается в том, что ребенок уже родился. А если ребенок родился и он живет и не знает свой смысл, но все равно живет, то смыслом его жизни является просто то, что он живет. И живет в виде радости, и это и есть смысл его жизни. Прожить свою жизнь, ощущать свою жизнь как радость, ощущать и ценить свою жизнь, и понимать, что эта жизнь, она ему нужна. Как обычно живут люди. Люди считают, что смыслом жизни является зарабатывание денег, взросление детей, любовь, там, создание или не создание семьи, стать благородным, купить квартиру и так далее. Все эти смыслы жизни хороши. Но дело в том, что мужчина, который живет ради женщины или ради того, чтобы в его жизни появились женщины, может столкнуться с тем, что потом ему женщин не захочется. Все, смысл жизни исчез. Ради того, чтобы купить квартиру, смысл жизни исчез, когда купится квартира. Стать богатым, а что же будет дальше, когда человек станет богатым? То есть человек меняет то, что называется жизнь, меняет ее на квартиру, которая в дальнейшем появится, или там на еще что-то и на еще что-то. Именно поэтому так можно, потому что обычно это мотивирует и заставляет человека шевелиться. Но я бы хотел вам сказать, что необходимо всегда помнить, что жизнь является для нас, в общем-то, самой дорогой и самым дорогим, наверное, наградой и самым дорогим смыслом. Почему жить? Жить, чтобы наслаждаться, жить, чтобы радоваться. Как можно, если все вокруг плохо? Это кто-то мне будет такой вопрос наверняка задавать. Если все очень плохо. Но с чего начинается плохо? Плохо ведь начинается с эмоций. Да, скажете вы мне, плохо начинается с эмоций. Ну что же вам мешает начать это все изменять? Как? Ну изменяйте эмоции. И тут вопрос, как изменять? Произносите себе каждый день слова:
Мне нравится утюг, мне нравится чайник, мне нравится, где я живу, мне нравится, что я ем и так далее, и так далее. Почему смерть преследует только тех, кто страдает от своей жизни? И здесь такой нюанс есть. Может быть, я не прав, потому что есть люди, которые очень внешне радостные, счастливы и ведут очень такой красивый образ жизни, и кажется, что это человек воодухотворенный, вдохновленный и так далее. Я хочу вам сказать, что внешне человек может быть примером жизнерадостности. Внешне примером жизнерадостности. Внутренне он страдает. Обычно он страдает от огорчений, раздражений, эгоизма. У меня был такой мужчина в моей жизни, знакомый, который был замом директора завода, большого завода в городе Харькове. Этот мужчина очень был гулящий. То есть у него помимо жены были постоянно половые партнерши. Он не стеснялся этого, постоянно говорил о женщинах. Ну, ловелас таких людей называют. Этот человек умер в возрасте 56 лет, сейчас скажу точно, да, 56 лет. Когда он умер в 56 лет, то перед своей смертью он читал книжки, у нас был разговор с ним, он мне говорит: Андрей Андреевич, ну я вот радуюсь и получаю наслаждение, почему же я болею онкологией, почему мне не могут помочь, и там со мной терапия не работает и так далее. Я ему говорю: скажите мне, а когда вы начали ощущать, что вас не тянет к женщинам? Он говорит: это произошло где-то 5 лет назад. А откуда вы знаете, Андрей Андреевич? Я говорю: ну я знаю, потому что это был ваш мотив жизни. Вас тянуло к женщинам, вас это вдохновляло и фактически являлось вашей мотивацией. Ну а когда это мотив, то есть он жил для того, чтобы, я не знаю, чтобы у него были женщины в жизни. И когда этот мотив пропал, то есть он пропал 5 лет назад, то у него появилось, полностью исчезло настроение, он начал огорчаться. Почему? Ну, все остальное ему не нравится. И это привело к тому, что у него появилось заболевание. Он говорит: ну и что же мне делать? Я говорю: находите новые идеи, ради чего жить. Находите новые задачи, которые могли бы быть настоящими. Он говорит: ну ради детей, ну вы любите своих детей, ну я не знаю. Ну у меня стройка, ну вас не замучила стройка, ну я не знаю, незачем жить. То есть смотришь на человека, ему незачем жить. Умирает, потому что мечтала о мужчине, начала жить с мужчиной и умерла. Почему? Вопрос закончен. Здесь еще вот такой нюанс есть, знаете. А тогда почему болеют дети? Здесь вот несколько таких вариантов. Первый вариант. Если ребенок в прошлой своей жизни не закончил цикл жизни и болея очень тяжело, его предварительно убили и он сам совершил самоубийство, то после своего рождения он должен дожить и закрыть прошлую жизнь, закрыть вот этот промежуток времени. И второй вариант. Родители, мама и отец, которые сошлись, и между ними хоть с одной стороны нет радости совместной жизни, а живут они только для... Вначале это были интимные отношения, а в дальнейшем, когда это уже надоело, они начали жить ради ребенка, фактически являются человеком или людьми, которые один в одну сторону тянет ребенка, другой в другую сторону тянет ребенка. Когда родители друг друга ненавидят, делают это искренне, особенно женщина, которая может искренне ненавидеть мужчину, они могут таким образом разрывать ребенка. И здесь такой вопрос. Андрей Андреевич, я знаю семью, в которой, допустим, ребенок болеет, а мама любит искренне отца, а отец любит искренне маму, а я и не говорю о внешнем проявлении, я говорю о внутреннем, понимаете? Мало ли как можно улыбаться, мало ли что можно говорить, а там все плохо. Выход из этого есть. Это понимание, что жизнь это ценность. И мой постоянный авторский метод это проговаривание себе. Мне нравится это, мне нравится то, мне нравится что-то еще. Инна Маликова, по вашему мнению, а гадать на картах это хорошо? Если вам хочется гадать на картах, ну что же вас может заставить это не делать? Если вам хочется гадать, гадайте. Я самоучка, неплохо получается. По слухам посвящение нужно, иначе те силы накажут. Нет, никакого посвящения не нужно.
нет никаких посвящений в карты, в гадания и так далее. Есть просто люди, которые могут снимать информацию, есть люди, которые не могут снимать информацию. Об этом я сегодня говорить не буду. Анна Иванова. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Слышала у Садгуру, что люди, прожившие более 84 лет, перевоплощаются через 1000 лет. Правда ли это? Вся особенность, которая связана с воплощением людей, она, по моему мнению, является заблуждением. Почему я это говорю? Я считаю, что и прошлое, и будущее сформировано в виде объемного куба. В этом объемном кубе человек, как энергетическое вещество, ярко сияющее, может двигаться вверх и вниз. В случае, если человек движется вверх, то человек рождается в будущем. В случае, если человек производит что-то в этой жизни неправильно, не так, он рождается в прошлом. Поэтому в случае, если человек убийца, если человек наслаждается от страданий других людей, он может попасть в средневековье и прожить еще раз свою жизнь в тяжелом средневековье. Я считаю, что это происходит одномоментно. Почему я так считаю, объяснять не буду. И точно так же, как Садгуру не может доказать свои идеи, точно так же я не могу доказать свои. Останемся все в виде гипотезы и в виде, возможно, наши гипотезы в дальнейшем станут парадоксами времени и так далее. Вот есть. О. $2. Вот. Что я делаю? Я беру вот так, ставлю $2. Представляю, будто я эти $2 спалил. Или представляю, будто... Проходите первую ступень. То есть представляю, будто эта купюра, она стала энергетически чистой. Теперь какой я должен сделать обряд для того, чтобы эта купюра стала магнитом? Кто знает? Это я не для того спрашиваю, кто знает, чтобы кого-либо оскорбить. Потому что я только умный, я только знаю, вы вот такие, не знаете. На самом деле я делаю не для этого. Я просто хочу узнать, у кого какие варианты есть. Итак, самый правильный вариант. $2 купюра – это две палочки, которые соединены между собой в виде чего? В виде плюсика. Смотрите, один плюсик, вернее, одна палочка, вторая палочка, плюсик. А если палочка одна, то плюсика нет? Нету. Тогда почему нужно использовать $2 купюру? Она может стать магнитом, если вокруг нее поставить плюсики. Каким образом это нужно сделать? Я представляю, ложу $2 купюру и говорю, ставлю вот так плюсик и говорю, пусть этот плюсик прибавит, и дальше произношу материальное благополучие. Представляю очень много материального благополучия. Любви представляю, будто есть хорошие отношения. Там здоровье, и ставлю вот такой плюсик, переворачиваю, и с другой стороны говорю там имущество, там крепкой любви, еще чего-то. После этого делаю несколько раз вот так рукой и дую. Все, у меня вот эта купюра замагничена. Фактически я вам дал метод, как сделать $2 купюру профессионально заряженной. Естественно, если у вас есть $100 купюра, будет ли она работать? Конечно, только нужно 100 крестиков поставить. Когда приходили ко мне и говорили, Андрей Андреевич, а можете зарядить $20 купюру? Я говорил, конечно могу, но я заряжаю только $2. Почему? Потому что $2 нужно поставить только 4 крестика вокруг и что-то представить, а с $20 нужно будет 20 крестиков поставить вокруг нее, перевернуть еще 20 крестиков. Это сколько времени займет? А $100 можно? Можно. Только 100 крестиков нужно этих ставить по бумажечке тогда. Тогда нужно ли такую купюру заряжать? Конечно, $2 и одну. А если у вас 2 заряженных купюры, то тогда одна из них не работает. Потому что у человека один артефакт может быть только в одном виде. Поняли? Нельзя накрестить ваши купюры и положить их, эту в сейф, эту в одну сумку, эту в кошелку и так далее. Ни одна из них не будет работать в дальнейшем. Почему? Это артефакты. Артефакт может работать, магический артефакт, сделанный одним человеком,
для этого человека может быть только в одном единственном экземпляре. Я живу в Монреале. Здесь, в Торонто, строят небоскребы с первым этажом, где неприлично высокий потолок в помещении на входе. Когда заходишь, то создается ощущение высасывающей воронки, как в церкви. Скажите, это делают специально для определенных людей или это просто для красоты? Нет, это для красоты. Вообще я хочу сказать, что высокие потолки обычно должны заставить человека быть более воодухотворенным. И любое помещение, в котором высокие потолки, заставляет человека быть не очень приземленным. То есть, если у человека высокие потолки, то он будет больше думать о семье, будет больше думать о любви, о Боге будет больше думать. Если они приземленные, то будет больше думать о сексе, там, о своих ногтях, о том, как выживать, о том, как он кого-либо ненавидит. Видимо, это и стоит первой задачей, то есть сделать так, чтобы люди, которые пройдут через это помещение первого этажа и начнут жить в этом доме, не были совершенно приземленными людьми. Я могу сказать, что вот наверняка и 100% это благо для тех людей, которые живут в этих домах больше, чем... А почему вам не нравится? А вам не нравится, потому что вы, видимо, извините, что я буду вас сейчас критиковать, приземленный человек, к сожалению. Ну и вам нужно это просто отпустить, сказать: о, а как в церкви, а что в церкви плохого-то? Пусть будет как в церкви, душа парит. Что вы можете сказать о третьем предсказании Фатима? Не знаю. Расскажите, как правильно быстро принимать решения, что твое, а что нет. Не торопясь. Быстрое решение не принимать. Но если нужно быстрое решение принимать, вам поможет метод из моей первой ступени, который называется весы. Используйте. Лилия Савина. Дочь сильно сутулая. Подскажите, как помочь эзотерически. Оденьте ей на запястье и на шею и на поясницу зеленые нитки. И используйте, и пусть она их носит на протяжении хотя бы 4-6 месяцев. В кровать ложите длинный камень, гальку черного цвета. Это все помогает выровнять позвоночник. В ноги ложить. Светлана Никоненко. Огромное вам спасибо, пожалуйста. Наташа Деминская. Здравствуйте. Как эзотерически снять материнское проклятие? Оно у вас мама жива при этом или нет? Вот смотрите, если мама жива, то маме нужно сделать откуп. То есть маме отправить деньги на счет и телефонный, допустим, так, чтобы она не знала, кто прислал. И сказать при этом: я откупаюсь от проклятия. И все. И если мама умерла, необходимо принести на кладбище к маме чашечку с водичкой и положить туда конфетки или печеньки, или ту еду, которую мама больше всего любила. И сказать: мама, это тебе от меня откуп от проклятия. Скажите, пожалуйста, хочу понять, какой я должна вынести для себя урок из случившегося. Интернет-мошенники украли у меня большую сумму денег. Может, я сама привлекла это событие в свою жизнь неумением правильно пользоваться эзотерикой. Когда у человека происходит воровство, то человек не должен прощать таких людей. Когда вы прощаете людей, которые берут у вас мало просто так, то есть занимает там соседка и после чего не возвращает, а вы говорите: ну ничего страшного, я ее простила, занимает там прохожий, или вы просто так дарите деньги кому-нибудь, то есть это делаете вы непредумышленно, а по привычке, то есть просто дарите. Хочу сказать, что я когда-то рассказывал историю о таксисте, которому я давал немножко больше. Но не забывайте о том, что я давал немножко больше, проговаривая слова программу, которая звучала как «покупаю материальное благополучие». То есть дав больше, я получал в итоге больше. В данном случае, когда у вас забрали, вероятно, вы до этого кому-либо подавали. То есть кому-либо отдавали деньги. То есть если человек отдает кому-либо просто так деньги, то значит деньги для него ценностью не являются. И в дальнейшем случае, если человек занимает кому-либо и его обманывают даже небольшую сумму, то это тоже говорит о том, что человек не сделал вывод. Какой же должен сделать человек вывод? Первый вывод звучит так.
Вам не отдают деньги, когда вы их занимаете. Почему? Это уже другой вопрос. Просто не отдают. Это ваш вывод должен быть. Поэтому никогда не дарите деньги и не занимайте деньги. И второй вывод. Никогда не считайте, что люди, которые забрали у вас или украли у вас деньги, хорошие. Почему? Дело в том, что таким образом можно идентифицировать таких людей в пространстве и времени нашей жизни. И обычный человек, который ворует в большом количестве или обманывает в большом количестве людей, то мы воспитанные, мы люди, которых воспитали в христианской морали или в социальной морали там, Советского Союза, мы обычно прощаем таких людей, говорим, ну ничего страшного, пусть ему там будет на что-то. На самом деле необходимо, вспоминая это, говорить, что эти люди подлецы и негодяи, что они обманывают людей. Таким образом, если бы много людей идентифицировало негодяев, то такие негодяи, их бы касался меч правосудия, и их бы находили. Ну вот так это работает. Поэтому вынесите из себя урок из сложившегося, который заключается в том, что вам не отдают деньги, если вы их занимаете. А еще надо вспомнить слова. Я хочу вам сказать слова из своей первой ступени, бесплатные. Там я эти слова повторяю несколько раз в дне, когда я рассказываю о материальном благополучии. Я обычно там говорю, деньги можно заработать только собственным горбом. Именно поэтому зарабатывайте деньги собственным горбом и никогда не верьте, что кто-то чужой, взяв ваши деньги, заработает вам и отдаст. Почему? Зачем человеку чужие деньги, если он зарабатывает, если он может взять свои деньги и зарабатывать? Мне всегда очень интересны такие люди. Человек говорит, я могу заработать, дай мне деньги, я заработаю тебе. Зачем? Заработай для себя 100 рублей, после этого вложи эти 100 рублей, заработай 1000, потом вложи 1000, заработай 10 тысяч, потом вложи 10 тысяч, заработай 100 тысяч, потом вложи 100 тысяч, заработай миллион, потом вложи миллион, заработай 10 миллионов. Зачем тебе чужие деньги? Как-то так все очень понятно. Скажите, пожалуйста, на работе металлическое оборудование бьет меня статическим электричеством, иногда слабо, иногда сильно, до красных пятен на коже. Другие люди этого не чувствуют. Это вопрос эзотерический или медицинский. Почему так? Это говорит о том, что вы страдаете неправильным метаболизмом кальция в организме. Вся проблема человека заключается в том, что кальций может накапливаться. Такой кальций, который накапливается в крови как электролит, может быть синдромом гипертензии. То есть вы можете просто иметь высокое давление. Людей, у которых есть высокое давление, чаще будет бить током, чем у людей, у которых невысокое давление. Именно поэтому в случае, если у человека высокое содержание кальция в крови, то это может приводить к тому, что к нему приклеиваются предметы, там еще что-то. Если низкое содержание, ну там может быть хлоридов, карбонатов каких-либо, каких-то минералов, токопроводящих, но обычно это кальций. В случае, если у вас много кальция в крови, это говорит о том, что вы болеете гипертензией или гипертоническим заболеванием сердца, и вам необходимо обратить на это внимание. Глюкоза может увеличивать электролит в крови, но обычно это кальций. То есть необходимо обратить внимание на щитовидную и паращитовидную железу, возможно проверить кости на наличие остеопороза. Кальций увеличивается обычно в том случае, если нарушается метаболизм паращитовидной железы. Также это может быть синдромом, который указывает на развивающиеся заболевания, ну и какое угодно можно сказать, допустим, остеопороз или даже полиомиелит. Кто меня очень давно знает, кто со мной работает? Саша, я часто людей критикую. Оксана, я часто людей критикую. Никогда, никаких. Это закон моей жизни. Почему? Никого не критикую. Ни жену, ни детей, ни маму, никого. Почему? Живу вот так, чтобы прожить, понимаете? Но могу сказать, что от этого не страдаю. А у некоторых людей появляется такое желание. Жена что-то сделала, все, теперь ей надо кишки вытянуть. Кишки вытянуть, на мясорубке перемолотить, понимаете? Почему? Выкритиковать ее просто в мясо. Или там мужу там один раз не так наступил, и после этого я не знаю, что с ним сделать. Да что с вами? Вы же и так безденежные. Вы критикуете, минус деньги. Это все минус деньги. Вы меньше и меньше будете зарабатывать. Это одна из сторон.
Хотите, чтобы хоть чуть-чуть на вас обращал Бог внимание, чтобы хоть чуть-чуть в жизни что-то получалось, делайте так, чтобы не критиковать. Почему? Потому что я люблю свою жену, жена любит свою маму, и мы все работаем для того, или живем все для того, чтобы максимально создать семью. Или максимально создать все для одной семьи. Мы поддерживаем свою кровь, чтобы она в дальнейшем жила и не умирала. А что можно сделать? Если мы начнем друг друга воспитывать и друг друга критиковать, то после этого мы будем по чуть-чуть друг друга ненавидеть. Понимаете? И у нас, скорее всего, будет разрывание. Зачем Бог создал людей? Бог людей создал не для того, чтобы они научились критиковать, а научились поддерживать. Детей воспитывайте, не критикуйте, поддерживайте их. Ведь семья создана специально для того, чтобы создать условия, где можно друг друга поддержать. Понимаете, семья, она не для того, чтобы заклевать. Сегодня приехала семья, молодая женщина, и ее дочь тоже молодая. Они сидели здесь, и дочка начинала говорить, а мама тут же начинала ее критиковать. И я ей сказал, маме, тихонечко, когда дочь не слышала, задумайтесь над тем, что я вам скажу. Семья создана для того, чтобы не критиковать, а поддерживать. Вы представляете, мне очень хочется поверить, что в дальнейшем это приведет к тому, что вот эта критика исчезнет, и вот это поддержание все равно будет происходить в этих семьях. Но это невозможно делать в том мире или в той стране, в которой постоянно мы находимся, вот в этом месте, где дети с самого раннего возраста просыпаются и начинают на улице кого-то обвинять, критиковать, ругаться, хамить, в семьях их не поддерживают, вот ты засранец там. Часто при прослушивании шумов появляется кашель, это хорошо, правильно понимаю. Но если бы ничего не появлялось, то, наверное, ничего бы не происходило. А так как у вас что-то появляется, кашель является рефлексом наших легких на наличие мокроты или частиц в самом легком. В случае, если шум влияет каким-то образом на ваше легкое и включается этот рефлекс, то это говорит о том, что легкие очищаются. Ну, значит, правильно, раз вы кашляете. Наташа Казакова, подскажите, пожалуйста, как легко пройти таможню? В предыдущий раз были проблемы, может, делала что-то не так. Досмотр был с пристрастием. Спасибо большое за ответ. Когда вы проходите таможню, то обычно есть вот такой вариант. Допустим, человек использует эзотерику, которую я даю в первой ступени, и использует неправильно методы. Это методы, когда человек хвалит, то есть мысленно хвалит таможенника, дарит этому таможеннику там, ордена, медали, хвалит его про себя и дарит ему там путевки и так далее, звания. И это неправильно. Почему? Здесь нужно рассмотреть, чем же занимается таможенник, который вас проверяет. Таможенник, в его работу входит правильно осматривать человека, подробно осматривать человека и пропускать или забирать у него то, что он там неправильно не задекларировал или что-то там везет. И в этот момент таможенник будет делать еще лучше, если вы начнете ему это дарить. Вот такую бы практику я делал, наверное, с теми, кто обкладывает плиткой пол, строителями, допустим. Или там тем, кто занимается для вас там вышиванием или еще чем-то. Или там пишет картину для вас. А вот в случае, если это таможенник, он же должен делать все наоборот. То есть он должен плохо относиться к своей работе. Она ему должна надоесть. В этот момент, когда вас будут в следующий раз проверять, вы в этот момент начинаете мысленно ругать этого человека. Говорите, и обувь на тебе некрасивая, и мордочкой ты не вышел, и такой ты нехороший. Можете даже его мысленно ругать, этого человека. Чем активнее, чем сильнее, тем лучше. Ничего плохого не случится с этим человеком, но зато этот человек очень быстро вас пропустит. Очень большое количество есть эзотерических практик, которые я даю на первой ступени. Это сделать белый путь и пройти по белому пути. Это использовать метод, который я назвал дикобразом, с гайкой и лентой, взятый мной из фильма, который называется «Сталкер» Андрея Тарковского. Проходите правильно ступени, бесплатно. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Ответьте, пожалуйста, что эзотерически несут в себе грецкие орехи? Можно ли их носить с собой? Спасибо вам. Если носить с собой грецкий орех, поумнеешь. Больше никакой нагрузки не имеет. Вот. Если носить каштан, работу найдешь. Что еще можно носить в кармане? Если клубок шерсти будешь носить,
то тогда люди будут видеть в тебе человека, который моложе, чем выглядит. Вот так. Наталья Губачева. Здравствуйте, у меня есть венец безбрачия? Нет. А мужчину своего так не встретила. Стараюсь применять ваши советы. Жить на позитиве. Вам не советы помогут. Вам поможет мой семинар, который называется «Быстрое замужество. Часть 2». Пройдите его, и вы поймете, в чем первопричина того, что вы до сих пор одна. Приемные детки в семье с точки зрения эзотерики. Есть тайная ложа. Эта тайная ложа называется иллюминаты. В тайной ложе иллюминатов есть определенные знания. Одно из знаний заключается вот в чем. Если человек берет приемного ребенка и относится к этому ребенку лучше, чем к своим детям, и делает это искренне, то мир отвечает этому человеку популярностью. Именно поэтому такие люди, как, допустим, Брэд Питт и Анджелина Джоли, Алла Борисовна Пугачева с Максимом Галкиным, а у них не подходит, у них чужая мамочка выносила, да? У них там по-другому. Ну, одним словом. Для чего это делают такие люди? Такие люди это делают, потому что, как сказал Достоевский, в основе любого альтруизма находится жажда наживы. Ну и как бы вот такое восприятие, может быть, не наживы, а может быть знаний каких-либо помогает бездомным деткам или детям без родителей найти свою счастливую семью и выстроить жизнь. Поэтому приемные дети в эзотерике, по моему мнению, это хорошо. Константин, здесь еще нужно вот что сказать. Если к приемным детям относятся агрессивно, а не как к своим детям, если относятся хуже, чем друг к другу, то тогда дети несут карму родителей. А если их оставили, то она может быть не всегда хорошей. И эта карма, она переносится на тех родителей, которые усыновили этих детей. Именно поэтому я хочу вам сказать, если вы уже приняли ребенка, то относитесь к нему чрезвычайно хорошо. Прямо тепло-тепло. Любовь, теплые отношения могут помочь этому человеку очистить ту карму, которая отягощена в его жизни. Нумерологии и деньги по судьбе не написаны, предназначены, возможно, с помощью эзотерики исправить. Возьмите свою левую ладонь, если вы правша, и правую ладонь, если вы левша, и посмотрите на эту ладонь. В случае, если у вас здесь есть буква М или буква Л, вот так, буква Л, цифра 1, буква М. Также в случае, если у вас есть вот такая прямая линия между первым, вторым, третьим и четвертым пальцем, которая идет как-нибудь и разделяет среднюю полосу, то это говорит о том, что вы будете богатым человеком. Далее, по поводу вас, я хочу точно вам сказать, люди, которым ничего в нумерологии не предназначено, используйте мои методы привлечения в жизнь денег, используйте мои символы, коды, шумы, тренажеры, символы Sunshine, и это 100% обязательно приведет вас к тому, чтобы вы были богатым человеком. Это проверено, несмотря ни на что. Если человек ходит в церковь, соблюдает службы, причащается, то он и здоров, и умен, и богат, и счастлив, и в семье у него все не наркоманы, не алкоголики, и игроманов нет, и все очень хорошо себя чувствуют. Это же разумно. А почему не так? А почему не так? Ну, это не ко мне вопросы. А это говорит о том, что здесь вам плохо, а потом после смерти будет хорошо. Вы в рай просто напрямую попадете. Понятно? Но это тоже не так. Следующей появилась информация, что к Земле летит огромный астероид размером с Эйфелеву башню. Скажите, какие энергии он несет? Как эти энергии будут на нас влиять? Заранее спасибо за ответ. Данный астероид я предсказал на от этого дня 3
заседании РТЕ. Я там сказал вот и говорил о том, что будет лететь астероид и так далее, и так далее. Еще и там звезда появится, которую увидят. Об этом всем я сказал. Это хорошее время. То, что летит астероид, говорит о том, что мир изменяется. И изменяется, кстати, в очень хорошую сторону. Сейчас очень часто говорят о том, что ковид, он там убивает и так далее, что это инфекция, это сделали иллюминаты, находят кого-то, кто в этом виноват, всем. Теперь давайте не будем прививаться, пусть дополнительно каждый имеет выбор, там, умереть или жить и так далее. Но здесь хотелось бы несколько слов сказать вот о чем. Дело в том, что от ковида умирает много людей, но вы даже не представляете, какое большое количество людей сейчас, прямо сейчас, умирают от наркотиков, которые стали дешевыми в наших странах. И вот эти наркотики, которые популяризируют, кстати, очень знаменитые певицы и певцы, они на сегодняшний день являются гораздо большей опасностью, гораздо большей катастрофой, чем даже то, что вот если бы всем миром, как с ковидом, начали бы бороться с наркоманией и запретили бы эти наркотики, велись бы работы, то тогда шанс жизни тех детей, которые сейчас употребляют, а количество детей, которые употребляют, велико. На сегодняшний день наркотики стали дешевыми, то есть наркотики можно принимать нюхая, облизывая, не знаю, что там с ними делают еще. Эти наркотики, они соли, там альфа, я не помню, как это называется, эти, не помню. Эти наркотики очень опасные. И вот если бы миром всем боролись с этими наркотиками, выпускали бы видео, где обсуждали, как нужно бороться с наркотиком. Если бы вот так всем миром, как борются с ковидом, начали бы бороться с наркоманией и наркотиками, то это было бы великолепно. Я считаю, что есть смысл обращать на это внимание. Такого количества наркомании и такого количества наркотиков, которые сейчас в доступном виде употребляется в том мире, в котором мы живем, не было никогда. Особенно это очень широко представлено в Российской Федерации. Сегодня была интересная встреча, приехала одна женщина и говорит мне: Андрей Андреевич, я бы хотела заниматься астрологией, но я не до конца уверена, получится ли у меня заниматься астрологией или не получится. Я ей на это ответил следующие слова, я их вам сейчас повторю. Я ей сказал: ты знаешь, чем ты отличаешься от Павла Глобы? Она говорит: чем я отличаюсь от Павла Глобы? Павел Глоба, как и ты, скорее всего, до сих пор сомневается, получается у него заниматься правильно предсказаниями астрологическими или не получается. Но он отличается от тебя только тем, что он об этом молчит и не переживает, а ты переживаешь и не молчишь. Понимаете, это такая особенность. Знаете, чем отличаются трусы от бесстрашных людей? Хотите, я вам скажу? Трусы от бесстрашных людей отличаются тем, что трусы не скрывают свои страхи, а бесстрашные люди скрывают. И таким образом боятся и одни, и другие. Понимаете? Это такая особенность. Просто настоящий герой — это тот, кто искренне и очень красиво скрывает свои страхи от окружающих его людей. Понимаете? А на самом деле, хоть у всех людей присутствуют одни и те же вибрации или одни и те же состояния. Это состояние страха. Вы знаете, чем отличаются люди успешные от людей неуспешных? Люди успешные от неуспешных отличаются тем, что успешные люди преодолевают свои страхи. Если человеку очень страшно что-либо предпринимать в своей жизни, это говорит о том, что он столкнулся с тем, что я называю кармой. То есть он, скорее всего, столкнулся с тем, что связывает его с его родителями таким образом, чтобы он прожил жизнь так же, как прожили его родители. Ведь он должен изменить свою жизнь. Скажите, когда тебе нужно идти куда-то, и ты не знаешь куда, то это страшнее, чем идти куда-то, где ты уже был и где ты знаешь маршрут. Ну вот так это устроено. Но скажите, если ты уже знаешь маршрут и ты ходил, то было же первый раз, когда ты не знал маршрут и тебе приходилось идти. И это же было страшно. Но тогда если сравнить, что потом стало не страшно, и с теми первыми разами, когда было страшно, то оказывается это уже не настолько страшно, как казалось первый раз.
Таким образом, я хочу еще раз сказать, как бы не было страшно что-то начинать делать, делайте это, несмотря ни на что. Самый яркий, наверное, можно так сказать, самый, наверное, удивительный момент в моей жизни, это было осознание того, что я могу заниматься сам предпринимательской деятельностью и больше не буду зависеть ни от кого в своей жизни. И вы знаете, когда до меня это дошло, и я начинал, вот я помню этот день, я жил еще не в Киеве, я жил в другом городе, по-моему, в Москве тогда жил. И, по-моему, на станции метро Кутузовская я вышел, у меня там офис был возле леса, по-моему. И находился я там в этом офисе, мне было очень страшно. Я нашел какую-то знакомую, которая поделилась частью своего офиса, то есть для нее офис был очень большой. И она разрешила через коридор одну комнату снять, по-моему, за $400 или за 300, я уже не помню. И мне было очень страшно, потому что совершенно нечетко я даже представлял, чем я собираюсь заниматься. При этом у меня не было ни сотрудников, была только идея. Я понимал, чем я хочу заниматься, но у меня не было еще ноутбука, но я уже решил, что у меня будет офис. У меня помимо офиса были обязательства, потому что я понимал, что на следующий месяц мне уже нужно платить чем-то за квартиру, которую я снимал, а вот чем платить, денег пока не было. Поэтому мне необходимо было снимать офис для того, чтобы начать какой-то бизнес, для того, чтобы в дальнейшем что-то сделать с этой квартирой. Одним словом, почему я это начал делать, я хочу сейчас объяснить. Мне хотелось это делать, потому что у меня были трудности. Вы представляете, многие люди, попадая в состояние комфорта или находясь в комфорте, могут так и прожить всю жизнь, находясь в полном комфорте. И это самое страшное, что может с человеком произойти. Если человек попал в состояние комфорта, ему конец. Он будет всю жизнь абсолютно неудовлетворенным. Чем? Вообще ничем. Ему будет сначала... Нет, он будет удовлетворен, скорее всего. Я чуть-чуть неправильно сказал в самом начале. Это удовлетворение придет, когда уже ничего не нужно будет. То есть, когда человек взрослеет, мы, наверное, это уже знаем, потому что я сам уже перешел рубеж, наверное, части своей жизни. Я могу сказать, что взрослее у человека плавно отступают не амбициозность, а плавно отступают желания. То есть, сначала ты не удовлетворен ничем, потом ты удовлетворен средним, потом ты удовлетворен малым, а потом ты вообще всем удовлетворен. То есть ты успокаиваешься, и тебя удовлетворяет уже то, что раньше бы, наверное, раздражало. То есть плавно ты вначале говоришь, меня не устраивает маленькая квартира съемная, потом она мне устраивает наполовину, потом что тут переживать, у меня никогда не будет, я все равно в ней чувствую себя комфортно, а потом, она мне нравится. То есть таким образом человек плавно приходит к тому, что то, что вначале его не устраивало, со временем начинает его устраивать. Так вот, я считаю, что человек в большинстве своем является рабом своего персонального комфорта. Таким образом, попав в руки комфорта, очень часто люди не хотят ничего делать. Они не хотят работать. Почему? Я всегда задаю вопрос, кто эти люди, которые готовы работать за $200? Всегда задаю вопрос, кто эти люди, которые готовы работать за $200? Наверное, кто-то хочет говорить, мы готовы, мы эти люди. Я обычно задаю второй вопрос, почему вы хотите работать за $200? Что вас заставляет? Неужели ваша жизнь такая прекрасная, что вам нравится работать за $200? Но, Андрей Андреевич, мы же ничего не умеем, мы не знаем, чем заняться. Вы представляете, этому миру все нужно. А что же ему нужно? Ему нужны услуги. Этот мир хочет, чтобы ему обдирали волосы, приклеивали, наклеивали ногти, стирали ногти, подстригали волосы, наращивали волосы. Я не знаю, я не умею, я хочу заниматься стоматологией, но у меня нет образования. Могу ли я заниматься стоматологией? Можешь. Каким образом? Находишь на китайских сайтах материалы, покупаешь коробку с материалами, после этого ходишь по стоматологиям, предлагаешь материалы. Будут покупать? Да. А если документов нет, ну и что? Почему? Потому что это материалы.
Потому что материалы, хоть с документами, хоть без документов, все равно материалы, ими зубы лечат. Понимаете, такая особенность нашей жизни. Люди говорят, мы не знаем, чем нам заняться. Нет, это не так. Вы знаете, чем вам заняться. Вы просто живете так комфортно, что вам не хочется ничем заниматься. И ваше рабство комфорта, оно заставляет вас находить причины или объяснения для мозга, почему вы этого не хотите делать. Потому что вы рабы комфорта. Потому что, и после этого человек говорит, всю жизнь я не могла, я не могу, не надо придумывать. Вам комфортно не получать много денег. Вам комфортно не искать возможность зарабатывать много. Вам комфортно не заниматься предпринимательством. Вам комфортно жить как люди, потребители, у которых средняя заработная плата $200. Вам комфортно, я вас поздравляю, вы попались на удочку. Но я не обвиняю, просто констатирую факт. Почему? Потому что человеку ничего не мешает начинать заниматься предпринимательской деятельностью.